Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал Магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, ритуалы на крови, ритуалы для защиты, для открытия дорог, любовные, ритуалы наказания, если надо наказать, вернуть дух. Также магия удачи, крупных достижений для творческих людей, для откуп от дурной судьбы, от болезни, если вы столкнулись с чем-то непонятным, совершенно запутанной ситуацией, которая вообще не вкладывается ни в какие рамки. Да, делаем чистки, решаем эти вопросы. Сегодня у меня гадание по знакам зодиака на неделю. Неделя у нас 17-23 января. Вторая половина знаков зодиака. Помним, что каждое утро мы просыпаемся, потому что это ритм Солнца, к которому мы привязаны, и он нами управляет. Также много ситуаций, которые несут нам высшие силы, так в наши эмоции, в наши денежные вопросы вносят, шансы какие-то, здоровье это очень сильно влияет, ну и в зависимости внешние события. Итак, начинаем это с Дева, Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолей. Начинаем с Девы. Что несут высшие силы Деве с этой недели? Дева борется с ветряными мельницами. И кажется, что все на нее нападают. На самом деле ничего нет. Вам это кажется, что что-то серьезное такое происходит. Успокойтесь. Даже если что-то вас пугает, это не опасно. Сейчас посмотрим, к чему это может относиться. Ваша работа. Король Пентаклей. То есть вы сосредоточены на экономии. Также это могут быть такие клиенты, заказчики, начальство, которое жмет денежку. Жмет денежку, но знаете, теперь вы знаете, как с ними разговаривать. Король Пентаклей. Что в вашем социуме? Интересная карта. Карта продвижения себя. Кстати, с точки зрения материального знакомства с такими интересными, нужными, основательными людьми, которые могут стать вашей опорой. Также вы можете опереться на кого-то из родственников, из знакомых в решении вашего вопроса, бумажного, официальный документ какой-то получить, надежный. В будущем также можно планировать с этим человеком дела. Состояние здоровья, королева кубков перевернута, скорее означает, что дева такая вот гиперэмоциональная, эротическая, я бы даже сказала. Также, возможно, гипервмешательство, что ли, какое-то слишком агрессивное лечение, может быть, слишком много, что-то вам предложит какое-то лечение, оно вам скорее лишнее. Ну, также опасайтесь лишнего, не перепить, не переесть, соблюдать диету. Собственно, ничего плохого не означает. Могут быть такие вот излишества в области питания или каких-то приемов, каких-то лекарств. По вашему личному. Переписочки, какие-то смс-очки, что-то вот все время, оно вас как бы недостаточно вам интересно, если вы одинокая дева. А если у вас семейная жизнь, это скорее вот мелкие хлопоты по дому. Это то, что вам хотелось бы. Вам хотелось бы эмоций, какого-то внимания к себе, но вы что всего лишь шестерка, то есть немножко хорошо, но мало, скучно, но мало. Скука одна из такой вот пунктика у девы. Дева не должно быть скучно, иначе она хереет. Облегчение. Конец недели. То есть вам захочется, да, говорится, летать, порхать, подъем настроения. Облегчение также физического какого-то состояния, если у вас какие-то были проблемы. Также это может быть и
вы обнаружите, что вы похудели. Облегчение, то сбросила с себя, всех послала, все раскидала, все порешала, чувствует себя весело и легко. Вот такая у нас дева. Весы. Весы. А вот тут вот весов старое какое-то дело. Придется его доделывать. Ну, также возврат с прошлого. Ну, это может быть и ваши какие-то старые наболевшие вопросы, деловые вопросы. Сейчас узнаем, что по работе. Ой-ой-ой. Весах. Черная карта. То есть что-то помешает вам выйти на работу. Возможно, состояние здоровья, возможно, какой-то метель, поломка, отключение света. Сейчас узнаем, что это может быть такое. То есть, возможно, какие-то непредвиденные препятствия вообще. Будьте осторожны. Социум, девятка кубков. Интересная карта, особенно для одиноких весов. Карта восхищения обществом, люди, близкие вам, вами восхищаются. Также можно встретить свою любовь. Это карта такой вот любовной симпатии, которая потом перейдет где-то познакомиться, собственно говоря, в неком обществе, может даже каком-то празднике, какой-то тусовке, прям такая любовная любовь весов. О, туз пентаклей. Важный, нужный результат, хорошее вложение денег, по здоровью, твердое отлаженное здоровье, в которое вы много вкладывали, ну и вам приходится его поддерживать. Вот так вот, собственно говоря. Результат может быть достаточно позитивный, хоть и туз перевернут, все-таки он означает, что трудно, но вам все удалось, все удается. Поддерживать здоровье, себя в форме. Также, возможно, доходы и прибыль для спортсменов, для тех, кто в этой сфере зарабатывает. Так, ваша личная жизнь, вестник пентаклей, вестник мечей, раздражительность, хлопоты с детьми, знакомство с какими-то очень молодыми, несерьезными поклонниками. Ну, такое вот. Наверное, это вы сами можете, потому что весы у нас знак мечей. Весело иду по жизни. Несерьезно озираясь. Так, конец недели, сплетни, интриги, тайные. Так, ну все-таки я вижу, что это скорее относится. Черная карта вас. Ну, это чисто техническая, видимо, поломка, потому что все остальные карты у вас позитивные. То есть суд, скорее всего, что к решению старых не удастся решить какой-то вопрос по работе, и придется его снова по второму подходу им заниматься. Вот так вот. Ничего не работать. Работа на работе сбои. Особенно обратите внимание, что с техникой работает. Скорпионы. Так, скорпионы без настроения, недовольны. Никто не восхищается, как же так. Немножко такой пониженный эмоциональный фон. Зато по работе новые контакты, связи, много очень общения, решения, новые люди какие-то. Но ситуация все время вот такая вот в движении. Активно, особенно у кого торговля, продажи, очень активная карта. Также переговоры, если у вас собеседование, у вас есть варианты для того, чтобы для собеседований. Так, туз мечей перевернутый. Социум. Знаете, какой-то опасность со стороны человека, из близкого окружения. Также это социальная какая-то ваше окружение. Давно назревший конфликт, но он уже зреет не первый день. Такой вот взрывчик может произойти, да, разборка. Ничего, ну такое вот выпало по состоянию здоровья. Чего-то вы не замечаете. В целом
немножко иллюзия, где-то какие-то звоночки есть, пока они просто не вышли наружу. Вот у вас ощущение такое, что моральная составляющая хорошая, эмоциональная, физически можете чего-то не замечать за вот таким вот приподнятым настроением. Солнце, ну все закрыто солнцем, это личная жизнь, просто светит, шарашит солнце. Прекрасно, ну, тут прям знакомство, тут старший аркан, одиноким любовная любовь, вот откуда, да, чудесное настроение. Это также может, кстати, через вот эту карту, это может быть и страсть, тогда эта карта смягчается, это у нас может быть внезапная страсть, страшная такая вот страсть. И конец недели. Скорпион избавится от какой-то надоедливой, ненужной, скучной ситуации. Ну, с какой сейчас я вам даже скажу. Вот какого-то человека, которому вы не симпатизируете. Вот он, критик. Критик вас. Скорпион все запомнил. Ну, что Солнце очень... Одна из самых лучших карт. Вообще, предложение замуж, известие о ребенке. Тут вообще такое вот солнце. Солнце. Светит Скорпионом прям очень сильно. Шанс устроить жизнь. Шанс на семейные, серьезные отношения. Но остальным все прекрасно в вашей семье. Если вы семейный Скорпион. Наш стрелец. Вау, стрельца прям выбор. И налево пойти, и направо можно пойти. Но этот выбор может быть прям перед вами открылись все дороги. Сейчас посмотрим, почему у вас выбор. В чем это вам так повезет. Так, колесница. На работе что-то распри. Как говорится, лебедь, рак и щука. Вас кто-то тормозит, вставляет палки в колеса, обсуждает ваше мнение как неправильно. Вот такие вот партнеры тормозят вас, подводят. Ну, поездка задерживается, если это командировка. Вау, интересно как. Деньги. Очень нужные, важные связи налаживаются вне работы. Это скорее ваш социальный круг, друзья, знакомые, родственники, тусовки. Причем это с каким-то деловым очень прицелом, возможно, даже прибыль. Также хороший запланированный вами эффект, если вы хотите получить нужную какую-то консультацию, она будет очень вам выгодна по сделке какой-то, не знаю, купля-продажа, что-то там хотите. По здоровью тоже за перевернутый. Это есть немного. Это не указывает скорее на вялость, указывает скорее на то, что вы перегрузили себя, в том числе предостерегает, может быть, от тяжести, поднятия тяжести. Потому что тут уже зато у нас позвоночник вот перевернутый. Не берите на себя слишком много в прямом и переносном смысле. Так, эта карта не очень хорошая карта для тех, кто собирается участвовать в каких-то серьезных соревнованиях, особенно поднятие тяжести, говорит о том, что не тянете вы это дело. Так, король мечей в личной жизни. У стрельчиха там мужчина, знакомство с таким мужчиной меченосным. Вот он, чего-то он, вот. Для одиноких знакомств, для неодиноких встреча, для семейных будет он наводить порядки у вас в семье. Это ваш муж какой-то, это ваш... Вот он такой весь деловой, правильный. Планировать будете с ним что-то там. Конец недели. Перезванивание, перемены, отложенные какие-то дела. Что то, что вы собирались сделать, возможно, придется отложить. Переговоры какие-то меняются. Тетя Фрося заболела, баба Маня передумала и так далее и тому подобное. Так что не особо перемены. Переменчивые переговоры. Козероги.
Козероги лишились каких-то иллюзий. Вам так чего-то хотелось, вы себе намечтали, ну, теперь вы видите четко, что и как. Как на самом деле реальность. В чем реальность? По работе. Очень много вопросов решать навалилось. Их надо будет всех раскидывать, договариваться. Ну, собственно говоря, вы активны. Ничего, так текущие расходы энергии. Пока прорыва, какой-то крупной сделки, чего-то не предвидится, но идет подготовка. Подготовка. Все от вас что-то хотят. Вы активны. Ну, а дальше жизнь покажет. Дорога какая-то. Кто-то может приехать издалека. Также ваша дорога в гости. Но это скорее уже ваши родственники, близкие. Когда дорога связана с вашим окружением. Также планы, может быть, посетить какую-то вечеринку, какую-то встречу. Но вы встретитесь, это план осуществится. Так, что такое? Тут уже заперевернутый. Неактивность, вялость, тяжело переносите нагрузки. Не рекомендуется брать в руки тяжелое и вообще подвязываться под какие-то физические большие нагрузки, в том числе соревнования. Ну, так вот, карты указывают на спад. В личной жизни, ну, скорее эта карта говорит о том, что вы сильно много на себя брали, вот вам избавление от ненужных вам связей, то есть либо не перестаете морочиться какими-то вопросами. Также для семейных означает, что откладываете или перекладываете какую-то нагрузку на кого-то. То есть вот Козерог решил, как говорится, отложить решение серьезных дел на какой-то срок. Сейчас бросили себя это. Одиноким Козерогам ничего, поскольку вам сейчас не до этого. Какие-то любовь, не до любви вам. Ага. А вот он и сам Козерог. Хотя женщинам падает рыцарь пентаклей. Вроде бы как и знакомство, но почему-то оно такой штрих-пунктир. Мужчина штрих-пунктир, то едет, то не едет, то скачет он, то не скачет. Если вы сами мужчина Козерог, то это ваше такое вот нестабильное также положение какое-то в личной жизни, в семье что-то. Вот. Вы не уверены, туда не едете, не туда, надо, не надо. Наша Водолей. А вот воздержание. Водолей держится в какой-то вот такой вот обстановке, старший аркан, по чуть-чуть, помаленечку Водолей балансирует по этой карте. Очень осторожненько, сдержанную такую жизнь ведет. Четверка жезлов. По работе, я бы сказала, такой отдых после бурных мероприятий. Тишина какая-то. Может, активно только для загородных строительств. Каких-то загородных, может быть, мероприятий. Для остальных это скорее рутина. Ничего не происходит. Для трудоустройства также карта очень медленно. Возможно, какие-то медленные переговоры, обсуждения. В общем, и пока нет трудоустройства вот прям такого. Все это долго рассматриваться будет. По вашему социуму интересно. Восьмерка пентаклей. Подработка. Прибыль через какие-то социальные связи. Денежка. Это же, подождите, уже дни рождения пойдут у Водолеев, да? А денежка через ваших родственников. Халтурки, деньги. Решение ваших вопросов, кстати, такое вот хорошая такая вот выгодная вам сделка. По здоровью шестерка пентаклей, может быть небольшие расходы, состояние здоровья требует небольших вмешательств, но по сути тихое, спокойное, обычное.
Состояние здоровья хорошее. По личному у вас вообще-то пятерка пентаклей. Для семейных тут вопросы материальные. Беспокойство о материальном состоянии семьи, денежных вопросах, кому что купить, сколько у нас расходов, сколько доходов, скорее будет тревожить. Либо между влюбленными станет этот вопрос, либо каждый вообще занят этим вопросом своим материальным. Ну, такая не эротическая карта, ну так бывает. Водолей у нас ветры, туда и сюда, вот она тут жезлов, конец недели, какая-то бодрость необыкновенная, идеи, тут жезл у нас всегда, видите, в нем всегда есть внутри как бы несколько жезлов, и то, и все. То есть воспрял духом, воспрял телом, воспрял эротикой и своим творческим потенциалом. То есть у вас самое интересное на выходные произойдет в Водолее. А с вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. Пожалуйста, обращайтесь письменно. И номер телефона у меня один, подвешен на Viber, WhatsApp, Telegram, Signal и так далее, где я бываю чаще всего. До свидания.